Сволочи! Грёбаные несправедливые твари! Я посвятил почти всю свою жизнь гладиаторству. Совершенствовался, чтобы стать идеалом этой планеты. А эти уроды просто сказали мне нет? Нет. Они просто испугались меня. Они просто завидуют мне. Тут нет других причин. И они были правы. Ты серьезно решил, что, будучи обычным гладиатором, станешь праймом? Не смеши. Таким чудовищем, как ты, никогда не стать чем-то большим. Какое право ты имеешь мне перечить? Думаешь, что понимаешь меня, элита? Думаешь, ты имеешь право как-либо оскорблять меня? Не трогай ее. Значит, вы все против меня. Каждый. Даже ты, Орион! Почему вы отказали ему? Мегатрон всю свою жизнь посвятил тому, чтобы быть готовым к защите своей родины, чтобы стать лучшим праймом, которого был достоин Кибертрон. Все, через что он прошел. Где он свернул не туда? Он шел не путем прайма, а путем, который пожелал сам. То, что он добился большой силы и богатства своей неимоверной жестокостью, не открывает ему путь к истоку. И наш совет ему обвинять не в чем. Прайм избирается самой матрицей. Она решает, с кем делиться своей мудростью и силой. Мы обязаны лишь наблюдать за обрядом. Вердикт матрицы таков. Мегатрон никогда не получит ее знания. Но ты, Орион Пакс, хочу мечту заветную, этот сон мне не развеять. Право я сжимаю как клинок, память о земле ныне неизведанной. Без конца стеною холодный дождь идет. Силу защитить те вещи, что нуждаются в этом. Слабость, что надежду может разом погубить, в своем сердце сохраню и шагну навстречу дню. На свет я тяну, дожить, надеясь до утра. Исцели меня ты от смертельных ран. На клинке моем играет кликом, тобой пронзают имена. Наполненная чувства молитва, решимость. Так, ну раз уж все в сборе, то... Уилджек, а ну-ка быстро к остальным. А зачем нам? Ты решила нам фото на семейный альбом сделать или что? Может, хоть объяснишь, что здесь вообще происходит? То есть ты всерьез взялся за восстановление ее тела, вытащил модуль памяти и создал ей отдельную голограмму для нахождения в нашем мире? Все так, вот только ее модуль памяти тоже был поврежден, и в итоге она потеряла примерно 30% данных, около того. Понял, принял. Ну, что-нибудь сделаю с ней, наверное. Раз уж она не помнит настолько много, то...
О, мой дорогой друг хочет подкатить свои колесики к нашей прелестной Арси? Свидание? Не переживай, я готов тебе помочь. Совет первый. Чтобы начать общаться с девушкой, все, что вам нужно, это раскрыться по-настоящему. Совет второй. Узнайте, чем увлекается девушка, что любит, а дальше флаг вам в руки. Ставьте ее интересы выше своих, обходите защиту с фланга. Совет третий. Странно выглядит, но не суть. Так вот, если девушка вас ненавидит, то бишь свернулась в клубок и ощетинилась иголками, то просто дождитесь момента, когда она эти иголки уберет, и действуйте. Простым языком дождитесь момента, когда она станет уязвимой в ситуации. Банально предложите ей зонт в дождь, коль у нее нет своего. А на сегодня все. Удачного покорения сердец. Эй! Нет! Ты о чем? Вообще нет! Какое свидание? Мне еще так-то нужно с Праймом поговорить. Вся вчерашняя заварушка ведь по моей вине случилась. Да? Ты не переживай, Оптимуса я пока отвлеку. У меня есть что ему показать и что обсудить. Да и мне тоже есть о чем с Праймом побеседовать. Так что, Мираж, удели ей весь свой сегодняшний день. Ха! Лови! Значит, поверхность Земли ты исследовал на 80%, но Олспарк так и не нашел. Да, остальные 20% это слишком холодные места по типу Антарктиды, Арктики, Сибири и других. Дроны до них добирались, конечно, но быстро отключались. Да, пойдем-ка на мостик, есть что показать. Это то, что ты хотел мне показать? Ага. Пару лет назад я решил разбавить свои поиски Олспарка и сделал что-то вроде сводки по данным из кибертронской истории. Назовем это архивом Арка. Кто знает, может он пригодится для будущих поколений. Ха. Я начал с краткой схемы ленты времени эпох Кибертрона и времена, когда наши предки использовали магию, и когда все уже полностью перешли на технологии. Все здесь. К чему подписывать Юникрона как Хаусбрингера? Юникрон звучало слишком обычно, что ли? Кстати, ты никогда не задумывался, почему у всех кибертронских божеств, судя по легендам, был красный энергон, а не синий? Типа, у людей-то тоже кровь красная. Подозрительно. Я еще искал информацию про цвета окуляров. На деле оказалось проще некуда. Синий цвет – это цвет глаз обычных кибертронцев, который можно поменять на... абсолютно любой, как и сделали это десептиконы, поменяв на красный. Но желтым цветом обычно обладали только истинные божественные существа. Тогда что с Шоквейвом? Этот придурок считает себя и все, чего он касается, что создает и все, что обновляет, божественным. Поэтому и поменял цвет на желтый. Так говорю же, цвет можно поменять на любой, хотя наши окуляры почему-то не могут воспроизвести зеленый. Подозрительно. На самом деле, оттенками настоящий желтый, как у того же Праймуса, и желтый, как у Шоквейва, вроде как отличаются. Так что не суть. Зеркало души. Давно этого не слышал. Вообще, существование зеркал души никогда не доказывали, просто раньше откуда-то все знали, что они есть. Но к нашему времени ни одного истинного божества по сути не осталось. Так что доказать существование зеркал души мы не можем. Во всех архивах, которые у меня остались, почему-то нормальные изображения были только на всякие артефакты и оружие. Проецирование. Я тренировал это заклинание в течение последних 4 лет. Погоди, что? Ты практиковал проецирование? Магию? Серьезно? Но отличными результатами, увы, не похвастаюсь. А ну-ка продемонстрируешь мне результаты своих тренировок, а, Прайм? Что ж, окей, сам захотел.
Trace on. Копия энергоклинка, созданная с помощью моего собственного энергона. К сожалению, копия далеко не точная, скорее даже неполноценная, поскольку я не имею точного представления о размерах и материалах. Я начал изучать эту магию, по сути, только для того, чтобы больше не терять оружие во время боя. Да и такие мечи гораздо удобнее для битв. Мне нравятся эти клинки. Ну, зато хоть в чем-то у нас есть преимущество перед десептиконами. Правда же? Пока не приедешь, больше поиграть не получится. Верно. И как долго тебя не будет? Когда вернешься? Может, через недельки-две, может, уже завтра. Может, задержусь на месяц, а то и больше. Мама сказала, что тебя долго не будет. Сказала, что хоть мы и будем далеко друг от друга, но ты всегда вместе со мной. Вот и вчера перед сном мне сказала, чтобы я не грустила. Ведь она тоже со мной. Так что мы всегда-всегда вместе будем. Ясно. Слушай, Илья. Пап? Ты же дождешься меня? Потерпишь до моего возвращения? Справишься как-нибудь? Угу. Что ж, папа обещает. Как освобожусь, тут же вернусь. Так, как тебя зовут? Я Мираж. Римаш? Мираж. Жирам? Мираж. Мражина? Да не беси, как тут можно по отдельным буквам не понять? Кстати, о том, что ты упоминал. То есть я якобы сама решила прыгнуть перед летящей на тебя ракетой, чтобы она попала в меня, и сейчас я была в таком состоянии? По-твоему, это смешно? Не смешно. Потому что так и было. Да неужели? Я тебе вообще ничего не помню и не знаю ничего, кроме того, что ты вчера с гонок сбежал. Назови хоть что-то, почему я должна тебя помнить. Помнишь нашу первую встречу в архиве? Не-а. Как ты в тот же день спутал меня с Бойером? Мне бы сначала вспомнить, как он выглядит. Как ты на следующий день спутал меня с Джазом? А с ним-то каким боком? Как мы вместе ходили на десятки матчей на арене? Не-а. Хотя помню, что там был Мегатрон. Естественно. На его ж поединки ходили. В основном. Ладно, можешь не продолжать. Я поняла, что все равно ничего о тебе не помню. Точнее, у меня нет отрывков в памяти, в которых был ты. Я не про то, что там нет конкретно тебя. Там вырвали все отрывки с тобой. Ну, я так полагаю. То есть ты половину войны за Кибертрон не помнишь? Ты хочешь сказать, мы там постоянно в одном отряде ходили? Естественно. Мы с тобой и Бамбуби в одном отряде были. Я даже про это не помню. Тогда ясно. Видимо, для меня так и останется загадкой то, почему ты тогда это сделала. Ты про прыжок? Мне тоже интересно. Я, безусловно, могу догадываться, что да как, но эти мысли
максимально неприятные, окей? Так вот как ты сейчас обо мне думаешь. Да не конкретно про тебя же речь, дурак. Конкретно про нас речь, дура. Кстати, раз уж ты начал про причины, про то, что мы когда-то дружили и все такое, тогда, может, снова начнем дружить? И ты сейчас серьезно? Да? Сегодня сделаю тебе одолжение, и так, может быть, мы узнаем, почему я тогда на Арке спасла тебя ценой своей жизни. Ну что? Ну, окей. У вас свиданка еще долго длиться будет? Ты что тут забыл, придурок? Да нет, я не хотел прерывать, просто у нас гости, а они идут. Кто они? Люди. Ну так, что мы имеем? Ну, мы проверили единственное подозреваемое в этом компании. И это техцерн в Европе, KSI. И ту лабораторию фриков из Токио в Акихабаре. И это не они. Хотя того безумного ученого из Акимы мы сильно напугали своим визитом. И я даже подумал, что он действительно что-то скрывает. Но как уже сказал, это не они. Ясно. Тогда, считай, мы первые, кто будет устанавливать контакт с пришельцами. Оптимус Прайм, Уилджек, у нас проблемы. К нам идут. И это не десептиконы. Слушай, а ты чего ждал? Когда вертолет к земле спустится? Мог бы и повторить тот трюк с последней ночи, когда ты с 14-этажки на машину спрыгнул. То была 15-этажка высотой 60 метров. А тут мы летели на больше сотни. Теперь знай, мои ноги больше чем 72 метра не выдержат. Без моей команды никому огонь не открывать. Всем быть наготове. Это же... та самая машина. Отставить. Они нам не враги, как и мы им. Я знаю, у вас очень много вопросов, и я готов на все ответить. Меня зовут Оптимус Прайм. Мы автономные роботы-организмы с далекой планеты Кибертрон. Мы одна из двух сторон в военном конфликте между фракциями автоботов и десептиконов. И я лидер стороны автоботов. На эту планету мы прибыли, поскольку именно на ней оказалось то, что принадлежит нашей расе. Энергетический куб Олспарк, являющийся частью ядра нашей родной планеты. Без него продолжение нашего рода маловероятно. Куб — это единственная причина, почему мы здесь. В наших интересах было только его возвращение на нашу планету.
И мы не собирались никоим образом вредить вашему виду. Наши враги, десептиконы, уже идут сюда. И мы понимаем, что отныне вам тоже грозит опасность. И поэтому я предлагаю объединиться прямо сейчас. Мы готовы защитить вашу планету от наших врагов. Но это возможно только с вашей помощью. Других вариантов у нас не остается. Изволю кое-что спросить. Почему именно мы должны вам верить? Во все эти конфликты автоботов и десептиконов. Если это и правда, тогда почему мы должны верить именно вам? У вас абсолютно нет причин доверять нам. Вы имеете право отказаться. Ведь каждое разумное существо имеет право на свободу. Однако, даже если вы откажетесь заключать с нами союз, своей позиции мы не изменим. Наш враг остается один. Это десептиконы. Хотите войны? Будет вам война. Вот только сражаться за свободу вам все равно придется именно с ними. Все сведется к одному. Я лишь предлагаю свести все уже сейчас. Что ж, действительно, трата ресурсов, чтобы уничтожить их сейчас, не отличится от трат ресурсов, чтобы уничтожить их потом, если они солгали. А если они действительно не врут, тогда у меня есть шанс. Ответь на последний вопрос, Оптимус. Если мы вам поможем, ты обещаешь, что это спасет наш мир? Наш союз имеет шансы спасти оба мира. Сейчас мне важен только мой мир. Наш союз спасет этот мир. Да. Тогда я иду с вами. Не оставлять же вас там одних без присмотра. Отрядом отступить в лес и охранять территорию. Если получите сигнал, начинайте штурм. Человек, и ты не боишься нас? Надо будет, может, глаза вам пробью. Или начнем с руки? А ты смел. Автоботы и... Эмия Кирицугу. И... Эмия. Возвращаемся на ковчег. Оптимус, есть разговор. Ты что, думал, я не замечу этого в твоей занимательной речи перед этими людишками? Союз с людьми? Ты всерьез хочешь защищать эту планету, когда Мегатрон придет сюда? Абсурд! Ты Прайм, защитник планеты Кибертрон, ведущий за собой бойцов, которые воюют за свою планету. Я участвую в войне только чтобы спасти свою родину. Не мы виноваты, что Олспарк оказался именно здесь. Так что и ответственность за то, что может случиться с Землей, мы не несем. Айронхайд, разве не этого мы добивались тем, как шла война? Вспомни Клиффджампера и Хотрода, которые путешествовали по галактике в поисках помощи в борьбе с десептиконами. И сколько раз нас отвергали. Сколько раз нам пригрожали, что скорее станут помогать десептиконам поскорее истребить нас. И вот, этот цветущий, красочный мир, этот молодой вид людей согласился помочь нам. Он не отверг нас. Этот человек, Эмия Кирицугу, первый, кто отозвался на мои извечные мольбы о помощи. Потому что он также боится потерять свой мир, как боялись мы. Он также хочет спасти его, как не смогли мы в одиночку. Сюда идет наш общий враг в лице Мегатрона. И он не оставит эту планету в покое, ведь она идеальная колония.
о которой он так давно строил козни. И теперь я должен бросить этот ни в чем не повинный мир в лапы к этому беспощадному монстру? Нет, долг Прайма — защитить все то, что требует защиты. И я не брошу эту планету, пока ей грозит опасность в лице десептиконов. Ни за что. Если мне нужно выбирать между защитой умирающего Кибертрона и процветающей Земли, то я выбираю Землю. Полагаю, тогда у нас нет выбора, да? Обменивать меньшие жизни взамен на большее? Кирицугу, это неправильно. Так ты пытаешься спасти свой мир от зла? Ты ведь понимаешь, если ты продолжишь творить зло из ненависти ко злу, то твой гнев и ненависть лишь приведут тебя к новым битвам. Это неправильно? Или может все-таки неправильно то, как ты ведешь войну? Надеешься, что этот Мегатрон внезапно одумается или что? Боишься стать таким, как он? Был бы ты умнее, уже давно бы его прикончил. Я не знаю, как он тебя все еще не убил, если верить твоим рассказам про то, какой он жестокий тиран, и тому, что ты сам едва ли пытался его прикончить. Но его причин я не знаю, а вот твои – да. Поэтому могу сказать, что ждать мирного конца от такой войны – полнейший идиотизм. Я придерживаюсь тому, что все жизни равны. И так я убиваю всех, кого требуется, не думая о том, что кого-то из них можно спасти. Ведь их смерть приведет к спасению большинства. И где же я не прав? Эми Кирицугу, не знаю, чье предательство заставило тебя так глубоко погрузиться в отчаяние, но такой гнев и скорбь знакомы лишь тем, кто хоть раз пытался достигнуть справедливости. Как ты пришел к таким идеалам? А что тут рассказывать? Ладно, пойдем по хронологии событий. Когда мне было 3 года, моего отца отправили в экспедицию в Антарктиду. Мой отец был ученым, но за его знания и успехи кто-то даже осмеливался назвать его магом. Вернулся он по итогу только когда мне было 13 лет. Он рассказывал, что там они нашли пещеру, в которой находилась больших размеров материя. Материя, выделявшая огромное количество энергии чуть ли не ежесекундно, и которая этим же никого к себе не подпускала. Моему отцу лишь оставалось изучать все то, что ее окружало. Так, основываясь на свойствах ее энергии, он придумал формулу, которая на деле была биовирусом, реконструировавший живых или уже мертвых существ в ходячих мертвецов. Хотя правильнее их будет называть мертвыми апостолами. Через год после того, как мой отец вернулся домой, первой жертвой его вируса стала вся наша деревня. И что ты сделал? Понял, что если убью отца и сожгу всю деревню, то остановлю распространение вируса по остальному миру. Так и сделал. И в тот момент мне было плевать, кем был мне этот человек, и кем были эти люди, если их так еще можно было называть. Убив их всех, я спас мир. Пускай и был один человек, что мне помог. Слишком холодные места по типу Антарктиды, Арктики, Сибири и других. Подожди. Материя больших размеров, огромное количество энергии, из свойств которой... Ты ведь не хочешь сказать, что... Быть того не может! Кирицугу,
Твой отец, он, в Антарктиде он, нашел Олспарк! Кислый